Всем привет! Я Слайд из команды Нави. В последних 2 эпизодах «Науки побеждать» мы с Эриком рассказывали вам о базовых тактиках на утесе. Я отвечу на самые интересные вопросы, что вы оставили в комментариях. Но перед этим скажу несколько слов о том, как играть моим сетапом на карте утес. Напомню, мой сетап состоит из 2 Т1, 2 ИСов третьих, сотки, 90 и Т32. Отличие по сравнению с универсальным сетапом, про который мы обычно рассказываем, заключается в том, что вместо одной сотки мы берем американский тяж. И на карте утес он здорово пригодится. Здесь очень разнообразный рельеф, а это значит, что отлично бронированная башня американца сможет себя показать. Если вы используете танк с крепкой башней, такой как Т-32 или Першинг, то я рекомендую поставить его на горку в Е6, вместо 90-ка. Оттуда он сможет не только подсвечивать, но и наносить урон. Броня башни позволит вести себя на этой позиции агрессивно и при этом не терять ХП. А благодаря тому, что вам не придется уходить на перезарядку, вас будет невозможно проатаковать, застав врасплох. Теперь обсудим те вопросы, что вы оставили в комментариях к 2 последним выпускам программы. Дальше будем отталкиваться от универсального сетапа. Скажите, как бороться со средними сетапами? Перш 1390, Т-69. Преимущество нашего сетапа в том, что он тяжелее, больше ХП и крепче броня. От этого и нужно отталкиваться. Играйте от башен ИСов третьих так, чтобы в случае атаки барабанных танков они могли отъехать под прикрытие соток. Всеми силами старайтесь не терять ХП и по чуть-чуть наносите урон. Когда сможете заработать преимущество, можно идти в атаку. Берите в фокус барабанщиков, чтобы не дать им возможности отстрелять больше одного барабана. Если же противники решают напасть сразу же, то при правильных действиях вы должны побеждать за счет большего количества ХП. Но это будет непросто. Утес требует очень хорошей слаженности действий и быстрого принятия решений, как от капитана, так и от игроков. Объясните, пожалуйста, что делать, если у противника попадается сетап побыстрее, например, 2.1390 или 1390 и Т-69. Тогда подвижная группа противника через первую и вторую линию поднимается наверх, и они с 2 сторон разводят мою команду. Можно ли пустить тяжи по первой и второй линии? В целом, наш универсальный сетап для карты утес подходит меньше, чем для многих других карт. Здесь действительно лучше показывают себя более быстрые сетапы, но карту мы выбирать не можем, а значит, если использовать сетапы побыстрее, будут проблемы на городских картах. Если вы играете с нижней базы, а у противника сетап гораздо быстрее, можете сыграть по первой линии всеми танками. Это рискованно, но все же. Противник не успеет подняться наверх, а с ИСами третьими сделать ничего не сможет. Если же ваша база верхняя, стоит действовать именно так, как было рассказано в предыдущем выпуске. А что если противник на нижней базе сразу заедет на F3, имея при этом технику, которая может играть от башни? Как лучше вскрывать такую оборону? Забыли рассказать про ситуацию, когда ваш набор танков схож, но вражеский ЛТ-8 занимает балкон в центре карты, и вы находитесь под перекрестным огнем. Ведь с него можно как хорошо троллить и поддерживать вражеский раш, так и помогать в обороне. 2 ИСа третьих должны играть от башни по 5-й линии, отжимая танки противника, чтобы дать возможность проехать одному 50-100 и одному 1390 из Е6 в Е3 без получения урона. Прежде чем начать маневр, второй 50-100 должен заменить 90-ка на позиции под горкой, чтобы продолжать рентгенить противников. Действовать так нужно только в том случае, если вы видели основные танки противника в роще и уверены, что в F3 у противника не более 2 танков. Ведь MX 50-100 перестреляет любого противника, а 90-к сможет поджать такого же француза. Кроме того, выдавить танк из F3 можно, если у противника не прикрыта первая линия. Тогда союзный Т1 может проехать в G1H1 и оттуда светить и отвлекать 90-ка в F3. Кстати, обнаружить поднимающийся в F3 90-к можно с помощью Т1. Для этого ему нужно агрессивно занять куст в D1. Если брелок поедет правильно и на первой и второй линии кто-то есть, лампочка наверняка сработает. И если это случилось, то никто другой, кроме как MX 1390, обнаружить его не мог. На самом деле, все зависит от респов. Порой 90-ка даже удается засветить. А если 8-ки и брелки у врагов поехали на маяк, что делать? Тут все просто. На выезде их обязательно засветит наш Т1. Вам стоит отъехать за камни в Е6, Е7. Там отличные позиции для того, чтобы принимать раш из-за маяка. У вас будет возможность спрятаться от танков противника, если они поедут зажимать вас с центра. Играйте по ситуации, быстро принимайте правильные решения, и победа будет у вас в кармане. На этом все. Мы разобрали все основы утеса, и теперь переходим к новой карте. В следующем выпуске «Науки побеждать» мы поговорим о рудниках. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!